Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 1 апреля и традиционно второй мой материал посвящен военной сводке, что происходит на фронтах войны на Украине. И начнем мы с севера на юг. То, что я сейчас вижу, те новости, которые приходят из-под Киева, говорят о том, что на правобережье российские войска отводят свои силы севернее трассы Житомир-Киев на линию Бородянка-Буча. То есть наступление по окружению Киева, ну и по понятным причинам, потому что вообще на этом направлении решено перейти к активной обороне. Ну и соответственно те войска, которые выдвинулись далеко вперед, теперь отводят назад. И на сегодняшний момент есть только один вопрос, на какой линии российские войска решат остановиться. Версии две, вот это Буча, Бородянка и далее границы белорусской, либо даже дальше на север. Пока никаких новостей на эту тему нет, будем наблюдать. По Черниговской области никаких серьезных боестолкновений пока не наблюдается, движение российских колонн есть, и в целом все они идут по направлению на выход из Украины и соответственно дальше перебрасываются на юг. Огромное количество войск, как я сказал вчера вечером, выводится из этого района и перебрасываются на основное направление. И самое примечательное, что вооруженные силы Украины, которые, гарнизон Киева, он не преследует российские войска, а тоже спешно грузится кто в эшелоны, кто через автотрейлерами и тоже перебрасывается на Донбасс. Вернее, в восточную часть Днепропетровской области. То есть максимально возможная концентрация войск именно в этом регионе идет сразу с обеих сторон. Никого уже не интересует ни Киев, ни Черниговщина, ни Сумщина. Все внимание концентрируется на Донбассе и Харьковской, Днепропетровской и Запорожских областях. И сейчас на самом деле ситуация очень сильно напоминает лето, вернее конец весны, начало лета 1943 года, когда обе стороны после окончившихся примерно в марте 1943 года боев на южном фасе Советско-Германского фронта перешли к активной обороне и готовили свои силы к решительной схватке. И вот то же самое сегодня мы наблюдаем и на Украине. То есть очевидно, что план наступления на Украину, который был изначален, он уже пересмотрен, полностью изменен. И теперь основные усилия переносятся на южное направление. И стоит только вопрос, где российские войска пожелают закрепиться и удерживать дальше позиции до того момента, когда не будет закончено Донбасское сражение, ну и соответственно дальше действовать по обстоятельствам. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы об этом узнаем. Тем более, что на южной части Сумской области в целом вчера российские вооруженные силы, украинские вооруженные силы вышли на линию государственной границы и пока никто никуда не переходит. Здесь установилась относительная тишина. И в целом линия государственной границы, как линия фронта, на сегодняшний момент доходит до почти Харькова. На Изюмском направлении пока никаких серьезных движений вперед-назад нет. Я уточнил информацию, на сегодняшний момент линия фронта состоит примерно в районе села Долина, то есть примерно граница Харьковской и Донецкой областей. Небольшие продвижения есть там в треугольнике Рубежная, Северодонецк, Лисичанск. В районе Горловки канонада не стихает уже третий день. И войска народной милиции ДНР и Российской Федерации постепенно, медленно прогрызают здесь оборону. Ничего нового здесь пока не происходит. Каждый день идет продвижение вперед, но довольно медленное. Ну и на юге этого фронта бои идут в районе Великой Новоселовки, без взятия которой дальнейшее продвижение войск Российской Федерации быстро невозможно. Поэтому сейчас идут бои за этот населенный пункт, по результату которых, очевидно, наступление продолжится. В Мариуполе российские вооруженные силы и войска ДНР сжимают кольцо окружения. Бои идут уже на территории завода Азовсталь, и в целом, на протяжении последних дней констатируем, что это очаговое сопротивление, да, отчаянное, потому что азовцев в плен уже никто брать не будет, и они это прекрасно понимают, и поэтому сражаются до конца. То есть здесь будет еще несколько дней серьезных кровопролитных сражений. Ну и напоследок южный фас фронта, Херсон. Здесь ожидания губернатора Кима подтвердились, российские войска начали активизировать свои действия и не спеша отодвигать линию фронта по направлению к Николаеву. То есть все населенные пункты здесь Херсонской области полностью освобождены, и российские войска уже переходят на Николаевщину. Причем вчера же британская разведка сообщила о том, что они наблюдают очень быструю концентрацию российских войск на этом направлении, чуть ли не в 3 раза она выросла за последнюю неделю. И это наводит их на выводы, что здесь российские войска что-то затевают. Вот примерно так выглядит ситуация на сейчас. Примерно 13:00 по московскому времени. Следующий обзор событий на фронте будет сегодня поздно вечером. До свидания.